Ты приехал сейчас из Санкт-Петербурга, где ты был по приглашению Ассоциации адвокатов России. Ты был как? Дело в том, что у меня был тест, что пригласила Палата нотариусов. Там Петербург ежегодно имеет место международный семинар для нотариусов. Приезжают нотариусы из всей страны, из России было 150 нотариусов, плюс нотариусов из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. И я, потому что из Испании не приехал некоторые, Можно сказать, ты был один приглашенный из недружественной страны. Да, конечно. Я был также единственным самовластницем, можно говорить. На испанском это импостор, самовластниц. Самозванец? Самозванец, извините. Самозванец, да, потому что я не нотариус, я адвокат. Но кроме этого, меня также пригласили из Палаты адвокатов, потому что там они отмечали столетие городской палаты Санкт-Петербурга адвокатов. И 2 года назад приехали в Барселону делегация из петербургских адвокатов. Я встретил их. У нас очень приятные отношения. И они пригласили меня, конечно, они знали, что вице-президент знал, что я был в Петербург, и сразу пригласил меня приехать на торжественный прием и, конечно, потом на фуршет. Поэтому... Давид, мы последний раз с тобой виделись, наверное, больше года, когда мы виделись с тобой? Полтора года. Была пандемия. Да, еще, можно сказать, даже 2 года назад. Изменились ли отношения к тебе со стороны адвокатов из России после событий февральских, потому что весь мир перевернулся, все друг друга либо стали обожать, либо другие друг друга ненавидеть? Категорически нет. Наоборот. Например, смотри, какой нюанс. Я в этом семинаре нотариусов там в Петербурге было флаги, бандерас, флаги каждого из стран, где нотариусы приехали. И также был там испанский флаг. Это нюанс, что я считаю, что тогда то, что я раньше тебе рассказывал, что я считаю, что в Испании, с одной стороны, в Испании уровень русофобии очень низкий, очень. Это отношение россиянам, в принципе, хорошо. И наоборот, я думаю, что в России, российский народ, адвокаты, нотариусы, я могу говорить, Алекс, что если ты просишь меня, пожалуйста, Давид, определяй только один момент, один пункт, что когда ты чувствовал себя неудобно, поэтому я не могу это найти, потому что просто нет. То есть ты прям нисколько не почувствовал разницы в отношении к тебе? Категорически нет. Только, может быть, сейчас, особенно в марте-апреле, можно говорить, что, может быть, они не обращались так часто, потому что я думаю, что они сами, может быть, боялись, что наше отношение было по-разному. Но в настоящее время я считаю, что можно говорить, что как до начала конфликта в Украине. Поэтому не... Вообще, интересно, ты испанец, конечно же, который общается со многими испанцами. Большинство испанцев как относятся к этому конфликту? Скажем, не то чтобы там кто-то за кого-то, а как люди считают, когда это закончится, как это будет дальше развиваться? Мое мнение, что, может быть, здесь нам только показывают одну сторону конфликта. В Испании? Да. Вообще в Европе? Да, в Европе, извините. В Европе вообще.
Это мое мнение, повторяю, это не политическое мнение, просто мнение о том, что я знаю и то. Но считаю, что люди не знают возможные аргументы другой стороны. В этом конфликте я думаю, что мы не можем говорить о плохих и о добрых, думаю, с точки зрения. Это, конечно, будут люди, которые будут считать только, что русские, они плохие. Ну, хорошо, это их мнение, не моя. И наоборот, я не считаю также, что украинские будут плохими, и даже не считаю, что Украина была фашистская нация. Это не так. Но если, например, смотри, Алекс, я рассматривал записи. Например, я считал, очень внимательно слышал конференцию Владимира Владимировича с 2007 года. Это было в конференции в Мюнхен. Это не была политическая конференция или дипломатическая конференция. Я думаю, что это была конференция в уровне предпринимателей, но приехали много начальников страны. Например, Путин, была Меркель, руководитель. Да. И на самом деле он об этом предупреждает в начале этого конференции. Он говорит, что то, что я сейчас буду говорить, я могу здесь говорить, потому что это не дипломатический форум. Я считаю, что в такой момент он уже предупредил о том, что постоянное постоянное расширение, понимаете, расширение НАТО была угроза для России, например, это очень ясно это говорит. Между иными вопросами. Но это я очень рекомендую слышать эту конференцию, длится 30 минут, но очень интересно. Да, это оригинал, это не то, что не рассказали, нет, это Владимир Владимирович, он сам уже почти 15 лет назад говоря об этом. С другой стороны, мы знаем, этот конфликт начался в 2014 году, не начало сейчас. Кто говорит здесь о Донбассе, о том, что случилось в Донбассе, в Луганске, в течение этих. Поэтому Россия нарушила Минскую конвенцию, например, соглашение Минска, когда началась спецоперацию. Категорически думаю, что нарушила. Но, может быть, также Украина также нарушила раньше. Поэтому надо, я думаю, что надо рассматривать обе стороны конфликта, не только один. И поэтому я считаю, что это является ошибкой. С одной стороны и с другой стороны, и с европейской, западной и с русской, например, запрет масс-медиа, журналистов говорить, что случается там, потому что я думаю, что это ошибка. Ну хорошо, вот мы знаем, что в России запрещают людей, которые публикуют свое отличное мнение от государственного, их преследуют и их, значит, лишают свободы. Это в России. А в Испании есть такое? Ну, в Испании... Или вообще в Европе? В Европе. В принципе, есть, вы знаете, заключили каналы, как Russia Today, например, запрещен. Прямо. Не можем говорить, что в Испании или в Западе вообще, настолько мне известно, не существует, но, может быть, есть, они не составили специальное регулирование, как, например, в России они сделали, что они включили в Уголовный кодекс специальную статью об этом. Я думаю, что, может быть, в западной стороне это именно не включилось. Можно применять просто Уголовный кодекс, как уже существовало. Но, с другой стороны, я вижу, что я постоянно, конечно, мне заставит
рассматривать это регулирование, я должен рассматривать санкционные регулирования и потом антисанкционные регулирования. Поэтому, и что случается, что вообще антисанкционные регулирования, обычно они, это ответ на санкцию, и всегда они, российские регулирования, то, что я получил, то, что я заметил, что всегда, можно говорить, запрещают немножко больше, чем то, что даже насчет факта покинуть дипломатов. Вы, испанцы, будут покинуть, покидаете 27 дипломатов из России, хорошо, я буду... Высылаете. Высылать, хорошо, я буду высылать еще один, 28 или 20, хорошо, да. Но, то, что я хотел сказать, что насчет регулирования, я думаю, что иногда это евросоюзное регулирование, они составляются больше с сердцем, чем с головой, думаю. Потому что только по эмоции. Например, смотри, 6 октября текущего года Евросоюз вынесла регулирование, по которому запрещается юридическое сопровождение российским государством, понятно, российскому государству, но также любым российским учреждениям и юрлицам. С одной стороны. Но если можно защищать интересы таких учреждений, если есть судебная процедура. Это немножко... Судебная процедура на территории Испании. На территории Испании. Это немножко абсурдно, потому что, хорошо, как я могу начинать в Испании судебную процедуру, например, если я защищаю интересы определенное учреждение из России. Представь себе, культурная ассоциация, например. Это юрлиц. И, в принципе, как я могу подавать прямо иск, если предварительно я не познакомлюсь с материалами, изучаю вопрос, изучаю возможности, шансы выиграть, проиграть. Поэтому это пример, то, что я называю абсурдно, потому что как это на практике применится, не знаем, потому что еще недавно не прошло достаточное время для того, чтобы знать, какая будет судебная практика, например. Но, в принципе, например, я думал, когда я был в Петербурге, в семинаре нотариусов, конечно, это можем считать, можем быть согласными, что это академическая деятельность. Это но, может быть, кто-то здесь, в Западе, может думать, что я даю юридическое сопровождение русских учреждений, нотариата. Можно интерпретировать, да, так. Ну, тогда что делать? Тогда они будут арестовать меня. Но все равно, поскольку у меня была очень интересная культурная программа, я буду входить в тюрьму очень достойно. Довольны, да? Выполненным долгом. Будем надеяться, что, конечно же, такого не будет. Давид, ты работаешь адвокатом, и твоя была специализация – это наследство и все дела, связанные с правом на наследование, и также уголовные дела. В последние, скажем, вот эти полгода что-то изменилось? Стало чего-то больше, чего-то меньше, меньше обращений русскоговорящих? Смотри, можем говорить, я это всегда говорю, новые проблемы
требует новые решения, и огромные решения. Что случается? Что с 24 февраля мы все придумали снова. Мы все... и прямо к твоему вопросу, я считаю, что, например, в марте-апреле, мае, я помню, что у меня не было никакого нового дела, наследства, например, до 24-го. Это ненормально. Ненормально, потому что до 24-го мне часто входило... Ну, конечно, я продолжил решение таких дел, которые уже... Раньше, да. Насчет уголовное дело, ну, конечно, увеличилось спрос таких, которые имели международный розыск из России, например, российские гражданины. И то, что спрос значительно увеличился, было в таких делах, связанных, например, с изменением характера имущества. Это значит, у вас есть личное имущество, которое вы... или совместное имущество, потому что вы это приобрели во время брака. И сейчас почему-то супруги хотят, что это имущество только на имя одного. Могу думать. Может быть, на имя жены, потому что если мужу, например, будет мобилизирован, например, потом они не должны беспокоиться о вопросе наследства. Например, это может быть, ну, они могут делать это или прямо у нотариуса, или если нет согласия, или даже если есть согласие, но хотят это делать более, можно говорить, формально, через процедуру, по обоюдному согласию. И тогда можно изменить характер этого имущества. Это очень актуальный спрос. Надо сказать также, что это имеет налоговую сторону, конечно. Это потому что зависит от налогового округа. Они будут считать, что, например, там, может быть, есть дарение. Налог на дарение в Испании значительно. Это требует значительную сумму. Не говорим. В Каталонии у нас есть... А дарение, например, извини, перебиваю, дарение это одинаково, если тебе дарит незнакомый, то есть не родственник, и либо родственник тебе дарит. Это не важно? В Каталонии, если есть родственные отношения, значительно дешевле. Значительно. Есть, можно говорить, что есть упрощенная ставка даже. Если есть родственные отношения, но не супруга, например, не сын, не дальнейший, или без этих отношений, тогда значительно, как налог на наследство, может быть, до 34%. На наследство 34%? Если мать, то есть сын унаследует квартиру от матери, это он должен заплатить такие? Это зависит от автономного округа. Это у каждого есть. Я очень знаю Каталонию, конечно, очень знаю валенсийское сообщество, много работы там об этом. И даже андалусийское. Можно говорить, что это 3 района из Испании, где большинство из русских проживают. Каталония, Валенсия и Андалусия. Но если мы говорим о других автономных округах, тогда надо рассматривать, у каждого автономного сообщества есть свое регулирование. Давид, в окончании я хочу спросить тебя, так как ты общаешься с очень многими людьми, достаточно влиятельными из России, бизнесменами и так далее, ну, по работе, да, ты с ними общаешься, и ты наверняка знаешь, как они используют, то есть вот те деньги, которые они хотят перевести в Европу, в Испанию, вот какие они, если они вообще тебе рассказывают,
Можешь открыть? Ну, я подключен в разных чатах инвесторов и агентства по недвижимости и все это. Я вижу, что сейчас все направляют, все делают релокализацию бизнеса и все это на Эмиратах, в Турции. Даже, я думаю, что есть также в Сербии, Черногории даже. Есть некоторые страны, которые, Турция, вы знаете, это принадлежит к НАТО, в принципе. Но не Евросоюз. Не Евросоюз, но НАТО. НАТО. Но хорошо, имеет хорошие отношения с Россией. То есть из России можно, из российского банка сделать трансференцию, перевести деньги на счет в турецкий банк? Можно это? Нет, нет. Насколько я знаю, да. И Казахстан, и все такие страны. Казахстан, Узбекистан. И это можно, значит, уже из Турции, из казахстанского банка и из турецкого банка свободно переводить уже в европейский банк. Ну, они, конечно, они имеют риски, что потом Евросоюз будет применять санкции. Они имеют этот риск. Но до этого момента, насколько я знаю, это не случилось. Поэтому надо сказать также, что не все российские банки под санкциями. Не все. Поэтому есть, например, я думаю, что Райффайзенбанк, это, я думаю, что австрийский банк, который работает в России. Дело в том, что 2 недели назад я первый раз, 24 февраля, когда я получил прямо из России перевод в качестве гонорара. Прямо из России. Все это, что я получил до этого момента, было через счеты, которые клиенты имели в Евросоюзе, или в Казахстан, или в другие страны, которые не имели проблемы потом. Но клиент также сказал, мы перевели, но стоимость перевода очень высокая. Хорошо, это... А кто берет стоимость перевода? Комиссионные берет банк? Да, конечно. Банк, который принимает? Я думаю, что также банк, который передает, отправляет, потому что... Но как они, можно говорить, могут обходить российские регулирования, это я не знаю. Но дело в том, что было... И есть другие, особенно агентства по недвижимости, представители из агентств рассказали мне о возможности оплачивать через криптовалюты. Но это неизвестно. Как ты к этому относишься? Дело в том, что я не могу давать основанное мнение, потому что просто об этом мало знаю. Я не столкнулся с этим. Только один раз, когда я столкнулся по запросу одного клиента, это было ясно мошенничество, так как они... И до сих пор я подтверждаю, что такой случай, конкретный случай, было мошенничество. Но, повторяю, есть агентства, которые они говорят, что это делают. Это даже очень актуально сейчас у них мена объектов. Это значит обмена. Да, это значит имущество в России, имущество в Испании. Они изменяют. Владелец испанского имущества. Да, становится владельцем. Но это без участия банка, получается, да? Конечно. То есть, получается, никто эти санкции, кто будет применять, если банк здесь не участвует? Все, получается, человек также вот этим обменом может приобрести, российский человек может приобрести... Но это, Алекс, это новые. Это операции, это сделки, которые, в принципе, уже и была возможность их делать много лет назад. Но, например, они поднимаются новые, например, налоговые вопросы. В принципе, согласно испанскому законодательству, такой договор, что вы обменяете объекта, вы говорите, не оплачиваете ничего, потому что нет, оплачиваете, как купли-продажи. Конечно. В Каталонии 10% от стоимости договора. Поэтому это... Но что случается, если это Россия, хорошо,
России, не знаю какой, я думаю, что 10% нет. И кроме этого, в России, думаю, что если они продают после 3 лет, думаю, что есть скидка или просто не облагаются. Правильно? Ну, это совсем по-другому в Испании. Может быть, будет ситуация, что в России не оплачивается налог, и здесь в Испании оплачиваются все. Не знаю, это просто было, я это знаю, потому что агент по недвижимости спросил меня 2 недели назад, и об этом разговаривали, но еще не знаю, как конкретно эта сделка была сделана. Поэтому я сказал, новые проблемы требуют огромные, и можем говорить, ну, можем иметь вдохновение для того, чтобы создать новые решения. Уважая закон, конечно. Конечно, понятно. Это не значит, что мы всегда ищем хитрости. Нет, это просто если закон разрешает меня толковать такую статью в пользу моего клиента, почему я не буду этого делать? Но это ситуация. Я считаю, что сейчас я уже был в России в июне, и насчет твоего первого вопроса отношения, повторяю, даже отношение к нам не изменилось из этого, с 24 февраля. Это мое ощущение. Может быть, есть люди, которые они сталкиваются с кем-то, который... Но это не мой опыт, к счастью. Большое спасибо, Давид. Большое спасибо. Спасибо тебе за время. Большое спасибо.